Доброго времени суток всем. Сегодня вторая часть обзора на маневр спиннинг от Evergreen из серии Poseidon Salty Sensation Superior, на который был обзор в, можно сказать, зимнее время года. Температура была ближе к нулю. Сейчас появится ссылочка на этот обзор. Можете ознакомиться. Скажем так, очень неоднозначные впечатления остались. Так, есть судачок. На очень мелкую приманку. Повис просто. Ощущался сначала вообще как зацеп. По холоду он мне показался довольно жестким, неинформативным на свою цену и родословную по чуйке. Вот. И по забросу я тоже ничего особенного не заметил. Возможно, просто не заметил. Может, дело во влиянии температур, не знаю. Вот. Ну, а как показала практика, в теплое время года то ли вода стала пожиже, то ли руки почутче, то ли еще что-то поменялось. Но свое отношение и впечатление от этого спиннинга у меня сильно изменились. Вот, поэтому прошу любить и жаловать. Вторая часть обзора на маневр 84 МТ. Все так же 5 грамм. Вот он. Небольшой там, наверное, грамм 500, я думаю, по ощущениям. Чуть больше. Может быть. Да, 500 грамм. Тихо, тихо, тихо. Опа, чек. Да подожди ты. Ну давай, дуй. Стратегия контрастной приманки сработала. Хотя, может, на любую он поклюнул, фиг его знает. Вода вон какая красивая, в кавычках. Есть. Пока идет непонятно, что там, а что там. Вроде как сейчас начал упираться неплохо. Ух ты. Кто это? У меня скоро плетенка кончится.
Толстолобик, что ли? Интересно же посмотреть, кто там. Не просто вот это вот. Так, может мы тебя развернем? И не развернем. На себе. Пошли со мной. Да пошли. Да пошли. Иди сюда. Иди сюда. Блин. Интересно, насколько большая рыба все-таки. И что за рыба? Сейчас перепутаемся, наверное. Что-то ничего не устал. Вот засранец. Все. Оторвал. Ну, больше 5, я не знаю, что. Все-таки я его доловил. Да, маленький совсем. Давай поднимаемся. Тихо. Так, ну что, давай освобождаться. Ушел. Отлично. Да елки-палки. Пошел. Вот, кажется. Маленький и черный. Да ладно, блин, там рассказываешь сказки. Так, ну чё. Проверим маневр на его нижнем тесте 1 грамм.
Долбит кто-то, конечно, как молотком периодически. Но не цепляется, гад. О, кто-то попался, ты смотри. И сошел. Ну, понятное дело, удочка жесткая. Надо фрикцион хоть расслабить. Интересно, кто был. Белая или окунь? Если белая, было бы интересно здесь. Ловить рыбка большая и маленькая. Так, вот на дне. Что там? Никто не хочет со дна? Печально. Ну, кто-то подал, бывает иногда все-таки. Не знаю, кто. О! Так. Кто там у нас? Не, ну это все-таки, наверное, окунь. Ну да, окунек. Окунек это неинтересно. Окунек это каждый может. Давайте белую рыбу поймаем. После баха она перестала вообще интересоваться приманкой. Черт подери. Ну, начинается. Как раз когда я видео снимаю. Попробовать, что ли, 2 грамма. Ну, потому что как-то неактивно. Ну, какая-то такая мелочь, что даже на крючок не садится. Клюет постоянно. Вот у меня десяток поклевок был, начиная с заброса. После того, как я побыстрее начал крутить. Раз, два. Это я поклевки считаю. 3. В этот раз 3 только. 4. Ладно, еще раз. А у меня от поклевок уже голова разболелась, а толку 0. То есть вот такое огорчение, мормышить на эту удочку не получится. Это была шутка, если что.
Цепляем Судакевича. Килушечка. Не притворяйся, давай. Ну там, может 900-950. Пошел, молодца. Какой вывод можно сделать по 84-ке? Ну, как выяснилось недавно, довольно хороший заброс, который делает даже очень хорошо кидавшую старую 84-ку. По низам теста чуть-чуть проигрывает, но у них и тесты разные. Вот, а посередине своего теста заброс у нее шикарен. Да, собственно, и по верху тоже просто не настолько отличается от заброса посередине. По крайней мере, в моих руках. Чуйка слегка похуже 83-го, но похуже она в каком плане? Нет, 83-й как бы громче звучит, она звучит тише, и в большинстве случаев, по крайней мере, у меня вроде бы не было такого, когда я услышал, почувствовал руками отрыжку классическую. То есть, когда грузик достаточно тяжелый падает, ну, обычно это вторая половина теста, падает на твердый грунт, пусть это даже не камень, а какая-нибудь более-менее утоптанная глина, и спиннинг, расслабляясь, достаточно ощутимо бьет в руку. У многих старых спиннингов, в принципе, и нет никакой тактильности, то есть все, что слышит рыболов, это как раз вот это очень громкое расслабление, которое многие принимали за стук по дну. Так вот, у 84-ки вот этого расслабления громкого нет. То есть, когда она расслабляется, ты можешь почувствовать, что общий вес снасти расслабился, что натяжение исчезло. Но стука или так называемой отрыжки на ней я не чувствовал. Можно сказать, что, наверное, для определенных условий это плюс, когда нужно более реалистичное восприятие того, что происходит на дне. И там чуйка хоть и чуть-чуть кажется тише, чем у 83-го, но так как нет составляющей вот этой отрыжки, то дно воспринимается более правильно. То есть камень, ты услышал, что это камень. Конкретно, именно точно камень, ничто другое. Там деревянная какая-то палка тоже, соответственно. Вот. Но в первый момент, когда ты с палкой работаешь, это удивляет. Ну, ты не понимаешь, что происходит, кажется, что она глуше. На самом деле нет, там на поклевках она, пожалуй, даже поярче. Ну, как минимум, там очень трудно провести различия с другими СПРСами и обычными Salty Sensation'ами. Вот. Это неплохо и нехорошо, как бы, я же говорю, допустим, если водоем в основном одинаковый, там, с каким-нибудь, с глиной более твердой или более мягкой, то, конечно, ну, вот с этой палкой ловить будет, ну, не сильно кайфно. Стука не будет
скорее всего, нигде. Ну, точнее, он будет там, где потверже, но гораздо слабее, чем на других палках. Причем гораздо более старых и технологически более отсталых на сегодняшний день. А там, где различный рельеф встречается, то есть там то водные растения, то камешки, то там песок, то ракушка, с ним будет интересно, потому что ощущения будут более достоверные от происходящего на дне. Несмотря на тесты, длину, с чуйкой здесь все нормально. Тактильный. Значит, что еще? По мощности удилища. Как я в первом ролике и говорил, рыба для этой палки, наверное, начинается килограмм от 1,5. Такая, чтобы удовольствие получить. 1,5-2 и выше. Все, что меньше, если достаточно толстая плетенка, корчуется без особых чувств, без нервов и, в общем-то, соответственно, без интереса. По крайней мере, для более-менее опытного рыболова. Опять же, ни плюс, ни минус, особенность палки, она очень мощная. По сравнению со старой 84-кой, такого кайфа, как с той 84-кой, на этой, на каком-нибудь килушном судаке вы не получите. Это будет просто спокойная, абсолютно контролируемая работа, а не развлечение. На той, правда, тоже проблем нет, но как-то она себя ведет более живо, что ли, на рыбе. На рыбе такого размера. Чтобы эту расшевелить палку, нужна, наверное, 3, 4, 5 килограммовая особь. Это если говорить о судаке. Щука, я думаю, в конце лета и килушка-полторушка задаст жару. На этом, пожалуй, все. Стоит ли своих денег палка? Наверное, все-таки решать вот от тех вводных, которые я вам дал, каждому. Для моих условий стоит, мне интересно ее ловить. Да, скорее всего, до осени я ее уже не достану. Если только не поеду на какой-то крупный водоем с заведомо хорошей рыбой в нем. Потому что, несмотря на то, что мелкую ловить не очень интересно на ней, но работать с небольшими весами вполне можно. И, соответственно, быстро переключаться между, не знаю, там какой комфорт. В теплое время года, в принципе, мне с ней нормально, вполне от 5-6 грамм на 0,3 плетенке. И на эту же 0,3 плетенку я могу поставить 18 грамм и закинуть. Поэтому быстрое переключение на каком-нибудь крупном водоеме, где есть и глубины хорошие, и не глубины, это удобно всегда. И плюс заброс. Тоже бывает водоемы, где судак стоит на какой-нибудь бровке или пятачке, очень не близко от берега и без хорошего заброса никак. А на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи.
До новых встреч. Какая-то мелочь-примелочь попалась. Я ее даже не чувствую. Испортила всю проводку. Да, это даже окунь. Эх ты, дурень. Давай. Уже поклевки пошли. Ну, очередная хреновинка маленькая. Да, уж. На паузе оставлять, я смотрю, нельзя никак. Жив. Да, тут окунь. Тут мелкоокунь встал на этом меляке относительно твердом. Ну-ка. Так. Нет, не получается. Здесь. Ладно, давайте туда. Блин, ну сел моментально, конечно. Гаденыш. Смотри, упирается даже. Капец. Ох и цирк. Тихо. Да. Знакомое место. Попробуем, что тут происходит днем в 12 часов дня. Травы, конечно, цепляется 4 граммами гораздо больше, чем на ультралайтовых удочках. На грамме 2. Присел кто-то. Более-менее достойный. Форсировать не буду, там крючочек маленький очень. Или белая, или судак. Рыба идет, не сопротивляется пока что. А, это белая. Карасик. Ну, такой неплохой. Потому что он не в рот. Поэтому он не хочет сопротивляться.
такой, не знаю, сколько это. Сколько это? Ну так, грамм 700 точно, может 800. Толстенький. Попер. Класс. Ну пока судаки не клюют, хоть карасики развлекают. Чуть-чуть разогнул крючок. Хорошо, что я не тянул сильно. А то сошел бы. Большой. Это вообще судак ли? Странно. А, это белая рыба, по-моему. Точно, это подлещик. Не понял, откуда здесь подлещик взялся. Ну это, да, это подлещик. Ну как под. Не такой уж и под, нормальный лещ в рот. Извините за эту красоту, господа смотрящие. Я имею в виду мусор. Сюда будем фоткаться. Так, тихо. Так, офсет снимаем. Рыбку отпускаем. Ушел. Капец. Вот этого я еще ни на спиннинг не ловил.